Всем привет! У нас очередное видео, и на этот раз я решил, наконец-то дошли у меня руки, записать видео по тематике для дымонагнетателей турбинки. Нужно будет сейчас замерить. Давно я планировал это видео еще с лета, вот, и наконец-то у меня дошли руки, да, и еще ждал, пока придут мне измерительные приборы. Такие вот приборы, да, я заказывал на Алиэкспресс. Это тахометр, измеряет скорость вращения, да, двигателей. И это у нас анимометр, измеряет скорость ветра. Вот. То есть обзоры на них тоже будут у меня в скором времени на моем канале. На эти приборы я их тоже выбирал долго. Вот, и заказал, ну, соотношение цена-качество не самые дорогие и не самые дешевые, так скажем. Вот. И у меня была такая мысль записать видео по тематике, как себя ведут вот данные турбинки и вентиляторы, которые часто используют для изготовления дымонагнетателей для дымогенераторов. Вот. Это вот такие вентиляторы, кулеры компьютерные. Вот. Они разных размеров есть. Вот. От совсем маленьких 4 на 4 сантиметра. Вот. Этот вот 70 на 70 миллиметров. Вот. И есть разные, да, то есть и 80 на 80, 90 на 90, 100 на 100, 120 на 120. Вот. Но особо от них много, поток воздуха не очень большой. И различаться они как бы вот сильно не будут. Но я взял вот именно такой, ну, чтобы он, грубо говоря, влез вот в такую коробочку, да, можно было его встроить. Вот. Ну, в принципе, можно было чуть-чуть побольше было взять, но я решил такой взять, так как он мне потом в дальнейшем еще пригодится. Вот, на нем мы будем делать эксперимент. В принципе, там чуть-чуть, если больше бы я взял, разницы особо большой не было. Вот, и так вот мы замерим скорость вращения двигателя, да, ротора этого, и замерим скорость ветра в метрах в секунду. Здесь, в принципе, можно измерять и километров в час. Вот, ну, потом посмотрим. Вот. Также у нас есть 3 турбинки, и они все с виду одинаковые. Вот, но отличаются только цветом этикетки, и производитель у них разный. Вот, и скорость оборотов у этих турбинок тоже разная. Вот я здесь уже наклеил наклеечки светоотражающие для измерения измерительным прибором. Измерим, сколько они вращаются, какое количество оборотов делают. Вот. То есть заявлено у них разное количество оборотов, и каждую мы турбинку проверим. Вот как, если мне не изменяет память, эта турбинка, там, по-моему, от 3000 оборотов, одна 4700 и другая около 7000 оборотов должна быть. Вот здесь же у нас, я не знаю, сколько оборотов будет этот двигатель и сколько поток воздуха в метр в секунду, тоже не знаю. Вот будем замерять. Также есть у меня вот такой вот аквариумный компрессор. Но это компрессор мембранный, и как бы использовать его для дыма генератора не целесообразно, ну, так как у него очень слабый поток воздуха идет. Хоть он у меня такой мощный, с регулировкой. Вот, это от моего аквариума 150-литрового. Почти бочка воды в аквариуме. Вот, и нужно прокачать воздух. Вот именно этот компрессор для этого и нужен. Для того, чтобы протолкнуть воздух сквозь мелкий пористый камень. И для того, чтобы были мелкие пузырьки. В аквариуме был воздух, кислород подавался. Вот, для этого компрессор этот и нужен. Поэтому он называется компрессор мембранный. Вот, поток от него воздуха слабый, так как если нужен большой поток воздуха, да, обычно ставится ресивер, куда накапливается воздух, как в компрессорах в обычных. В ресивер накапливается воздух, а потом уже большой поток воздуха оттуда можно будет получать. Вот, но здесь же этого добиться сложно, так как компрессор очень слабый, и для других целей он используется, а не для дымонагнетания, для копчения
для коптилен. Вот. Поэтому сейчас мы все это дело сравним и вместе с этим. Также есть маленькие компрессора от 500 рублей. Этот очень дорогой. Это где-то будет около 3000 сейчас стоить, может быть даже подороже компрессор. Вот. Но так как он у меня уже был, я его и сравню. В принципе, если подешевле, за 500 рублей, да, грубо говоря, у них и давление будет немного меньше. Вот, там незначительно, конечно, но меньше, и регулировок не будет. Здесь вот еще и регулировка тоже присутствует вот на этом компрессоре. Вот, но, как я хочу сказать сразу, что я его заранее не покупал для этого эксперимента, а он у меня был на аквариуме. Я вот на время эксперимента его снял и продемонстрируем его, как он выдает воздух. И вот именно такой большой компрессор, сколько у него будет поток воздуха. Вот, будем измерять только скорость метров в секунду. Вот, так как он мембранный, а не вентиляторного типа. Вот, замерять на нем тахометром нечего. Вот, измерим только скорость потока воздуха. Так, ну что, наверное, начнем мы, наверное, с самого маломощного, я так думаю, вот с этого компрессора. Затем подключим эти вентиляторы, кулеры и турбинки, и будем их еще испытывать. Начнем с нашего компрессора аквариумного. Так, для этого мы включим анимометр, нажимаем и удерживаем клавишу моды. Вот она включилась с подсветочкой. Включаем наш компрессор. Заработал наш компрессор. Ну и для того, чтобы закрутился наша крыльчатка, она очень чувствительная, но этого потока воздуха из трубочки его мало очень для того, чтобы крыльчатка крутилась. Вот я направляю на крыльчатку, вот, и она не крутится, можно видеть. Сейчас я сделаю под углом трубочку, чтобы на крыльчатку воздух попадал под углом, для того, чтобы столкнуть нашу крыльчатку. Так, вот еще нужно будет попасть. Вот, вот, наконец-то я ее столкнул с места. Трубочку под углом поставил, чтобы нашу крыльчатку она толкала. И что мы видим? 2 метра в секунду, да? 1,9, 2 метра. Вот, все, что он у нас выдает. И это, заметьте, я ее поднес, вот эту трубочку от компрессора, вплотную практически к нашему анимометру. 2 метра в секунду выдает. То есть более он не выкрутит. Компрессор стоит на максимум, как мы видим. На максимум. И он выдает у нас всего лишь 2 метра в секунду. Вот. Отключаем наш компрессор. И сейчас мы будем испытывать наши другие вентиляторы. Вот. Этот вот вентилятор я сделал в баклажку, ну, для того, чтобы не портить вот эту коробочку, она мне еще пригодится. Вот. И вставил сюда вентилятор, кулер, и горелочкой усадил, вот такой горелочкой газовой усадил по краям. Она обтянула, бутылка полторашка, наш вентилятор. Вот, и в крышке проделал небольшое отверстие соответствующее, ну, примерно вот такому отверстию квадратному. Плюс-минус. Я не стал сильно заморачиваться, там высчитывать доли миллиметра. Вот просто просверлил примерно, да. Вот. И посмотрим, сколько он будет выдавать. Также будем подносить вплотную к крыльчатке. Не будем на какое-то расстояние делать или еще что-то. Прям вплотную к крыльчатке нашего измерительного прибора. И он будет показывать у нас, сколько выдает метров в секунду. Так как компрессор от аквариума мы тоже подносили вплотную. Ну, сделаем для всех одинаковые у нас условия. Все, сейчас подключу 12 вольт и включусь заново. Будем испытывать. Так, подсоединил я 12 вольтовый блок питания. Вот такой вот маленький он, как я использую для наших дымонагнетателей, встраивая вот в такую коробочку. Вот, сейчас мы подключим
220. И посмотрим, измерим наши показания. Так, включаем в розетку. Включаем наш тумблер включения на проводе. И видим, наш вентилятор закрутился. Дует он как раз в ту сторону, что нам и нужно. Отсюда он засасывает воздух и туда выгоняет. Тем не менее, он и сюда немного выгоняет, так как отверстие небольшое. Он не предназначен для таких целей. Он предназначен, этот вентилятор, для обдувания каких-то больших площадей, а не для того, чтобы задувать в маленькое отверстие воздух, да, загонять. Это не турбинка. Еще раз. Вот, могу продемонстрировать, что сюда воздух тоже выходит. Небольшое количество, но выходит. Вот, смотрите, 3 метра в секунду сюда идут потери. Какие-никакие, а это потери. Так, замерим. Давайте замерим, сколько поток воздуха выдает у нас. Так вот, чтобы было видно. Вплотную подносим и смотрим. Это у нас вплотную почти 1,5, да? 1,4. 1,4 метра в секунду. Так, сколько это у нас в километрах в час? Это у нас, давайте посмотрим, километров в час. Это у нас 4,7. 4,9, ну почти 5 километров в час. 4,7 у нас показания стабильные, иногда показывает, да? Вот 4,7. Запомнили 4,7. И давайте поменяем показания на метры в секунду. Было 4,7, а метров в секунду у нас сколько показывает? 1,2. 1,3 метра в секунду. Вот, запомнили эти данные. 1,3. Что даже можно сказать, что немного даже слабее, чем выдувал наш компрессор. Вот. Сейчас мы возьмем бумагу с ручкой и запишем все эти показания. И будем измерять далее. Да, давайте еще измерим заодно скорость вращения нашей кулера, да, нашего кулера. Сколько же у него идет оборотов. Чтобы было видно. 3728. 3730 давайте запишем. Так, 3730. И замеряем следующее. Итак, подключили мы следующую турбинку. Это у нас с черной этикеткой. Также мы сделали запись вот такого плана. Турбинка черная, турбинка с синей этикеткой и турбинка с белой этикеткой. Вот они стоят, лежат перед вами. Давайте запустим, включим сеть. Турбинка закрутилась. Вот можно видеть, я ее сейчас включил, выключил. Вот она, включил. Турбинка крутится очень медленно. Как я и говорил, то что здесь обороты очень маленькие. Вот. Поэтому я и разложил их от меньшего к большему, да, по количеству производительности, так скажем. Вот. Давайте тогда сейчас замерим, сколько поток воздуха у этой турбинки. Так, и что тут мы видим? Поток у нас воздуха нагнетает 2,6, 2,7.
максимальная у нас 2,7. Так мы сейчас и запишем. Вот, 2,7. Чтобы не забыть, запишем 2,7. Замерим, сколько у нас это будет. Давайте замерим, сколько это у нас будет в километров в час. Ну, так, на всякий случай, пускай будет. Метров в секунду опять получилось. Нам надо перевести километр в час. Подтвердили. И поднесли. И выходит у нас показание. Ну, практически 10 километров в час. 10,3 давайте запишем, да. Все. 10,3 километра в час. И замерим нашу турбинку на обороты. Попасть, чтобы было более-менее ровно. Вот, она считала 2670, показала 2673. 2673. Запишем 2773. Так, отключаем. И сейчас подключим следующую турбинку. Так, подключили мы синей этикеткой. Включаем в сеть. Турбинка закрутилась. Турбинка закрутилась уже более сильней. С большей скоростью можно это видеть. Давайте замерим ее скорость. Вот так вот, чтобы было видно. И скорость у нас показывает 20,7. 20 метров в секунду. Это 20 метров в секунду. Так мы запишем. 20,7. И километр в час мы с вами поставим. Это уже, наверное, километров в час стояли. Я не обратил внимания. Да, это был километр в час. Давайте поставим метр в секунду. Вот метр в секунду установили. И у нас показывает 6,2. 6,2 у нас максимальная показывала. Запишем 6,2. Максимальное у нас она показание было. Так, 6,2 километра в час. Так, замерим у нас теперь тахометром обороты. То есть заявлено здесь было 4700, помню я, как по памяти. Давайте замерим. И вот мы видим 5800 оборотов. То есть заявлено у нас 4700, а по факту 5800. То есть на 1000 оборотов больше. Так, отключаем наш кулер. Все, естественно, это дело можно сделать с регулировкой оборотов. Вот, благодаря вот такому потенциометру. Потенциометр у нас на 1 килоом. Вот, я это в видео, все это дело, у нас есть, записывал специальное видео, как сделать регулировку оборотов благодаря вот такому потенциометру. Это у нас переменный резистор. Вот. И благодаря ему можно добиться регулировки этой турбинки. Вот. И подключая вот такой блок питания. Все это есть видео на нашем канале. Переходите, смотрите, как подключить турбинку, да, или как сделать регулировку оборотов для дым-генератора.
для турбинки. Как выбирать эти турбинки на AliExpress. Вот. На все эти турбинки у меня будут ссылочки на AliExpress от низкооборотистой, средней и высокооборотистой. Вот. Ссылочки на них будут в описании под видео. Вот. А сейчас мы проверяем третью турбинку. Так, подключили мы третью турбинку и включаем ее в сеть. Слышно, что она уже и работает мощнее, и ветер от нее дует просто нечеловеческий. Давайте замерим метров в секунду, сколько у нас показывает эта турбинка. Показывает она у нас 6,3. Даже 6,4. Больше. Даже не 6,4. Нужно добиться такого места здесь вот, чтобы она нагнетала нормально. То есть воздух сквозь турбинку проходил посвободней. Вот. 6,6, по-моему, был здесь. Показания такие. Вот. 6,6, 6,7. Вот. 6,7. Сейчас мы их так и запишем. 6,7. И давайте сразу километров в час замерим. Еще раз. Прибор новый, и я еще не привык к нему. Так, давайте замерим километров в час. Итак, сколько у нас? 25. 25,8 было, проскакивало. 25,8, да? 25,8. Так, 25,8. Давайте сразу, чтобы не забыть, запишем. 25,8 и был у нас 6,7. Так, теперь давай мы замерим, сколько показывает у нас обороты. Так, видим мы 6700, 6723, 730, 6730. Так, 6730 оборотов. Отключаем нашу турбинку из сети. Так, и что мы видим? Давайте сравнивать, что мы по показаниям получили. То есть наш аквариумный компрессор выдавал в метров в секунду 2 метра в секунду всего лишь навсего. Километров в час мы не стали замерять, но я не знаю, давайте замерим для чистоты, да, эксперимента. Но это все равно будет меньше, чем все остальные. Так, тут у нас километров в час уже стоят. Так, разогнали мы нашу турбинку. И показывает он у нас 6,8. 7 проскользнуло, 7 километров в час. Так, ну поставим, давайте 7 километров в час. Семерочка. Так, и что мы имеем? Так, отключим, чтобы не тарахтел. Аквариумный компрессор у нас выдает 2 метра в секунду и 7 километров в час. Обороты мы не меряли, потому что там мембрана стоит. Кулер компьютерный, наш вот этот друган, обычный вентилятор. Сколько он у нас выдал? Он у нас выдал даже меньше, чем аквариумный, да? Но имейте в виду то, что этот компрессор по стоимости несопоставим вот с этим кулером. Этот кулер стоит 200 рублей, грубо говоря, да? Этот компрессор стоит почти 3500, да? На данный момент около 4000 он будет стоить, такой компрессор сейчас аквариумный. Вся эта
Приблуда аквариумная очень дорогая, тем более с регулировкой и сера, то есть это брендовая вещь. Вот. Если брать маленький компрессор за 500-600 рублей, он будет выдавать даже хуже, чем вот этот вентилятор. Вот. Поэтому аквариумный компрессор, так как он помощнее и подороже, он выдал у нас 2 метра в секунду, кулер выдал у нас 1,4 метра в секунду. Что говорит о том, что кулеры использовать нецелесообразно, да, вот. По километру в час тоже мы видим 5 километров в час, обороты 3730. Хоть и обороты 3700, около 4000, воздух он толкает, ну не предназначен он протолкнуть воздух в маленькую дырочку, в маленькое отверстие, да, протолкнуть воздух. Он предназначен для охлаждения больших поверхностей, вот, радиаторы и так далее. Далее у нас что идет? Турбинка с черной этикеткой. Вот такая вот у нас турбинка с черной этикеткой. Здесь даже не написано у нас ампераж на этих кулерах, только 12 вольт указано, и все, Made in China. Вот, это с этой черной этикеткой турбинка у нас выдавала 2,7 метров в секунду. Что, естественно, получше, в 2 раза даже лучше, чем наш вот этот кулер. Вот. По стоимости примерно одинаково они стоят, но эта турбинка, она все равно в 2 раза лучше, чем кулер обычный. Километров в час у нас вышло 10,3, и оборотов у него 2700. Вот можно даже видеть, оборотов у него 2,7 тысячи оборотов. Хотя у кулера 3,7, вот. Но турбинка, она предназначена для того, чтобы нагнетать воздух, вот, в маленькое отверстие, выдувать. Поэтому у нее и производительность больше. Далее, турбинка у нас идет с синей этикеткой. Это вот эта у нас турбинка. Вот, с синей этикеткой. У нее, я написал сначала неправильно, потому что километров в час сначала замерили. Сначала у нее метров в секунду, 6,2 метра в секунду, что в 2 раза мощней нашей турбинки с черной этикеткой. Вот эта турбинка. Вот, километров 27, 20 километров в час, 27 километров в час, это у нас турбинка в 2 раза мощней. И производительность у нее оборотов 5800. Тоже мы видим то, что в 2 раза больше. Хочу сказать то, что заявлено у этой турбинки, я все фотографии с AliExpress приложу, то есть заявлено 4700. По факту на 1000 с лишним больше она выдает турбинка. Эта же турбинка, которая с черной этикеткой, а у нее заявлено 2000 с чем-то с небольшим, так она и выдает. Вот. Так, далее у нас идет турбинка с белой этикеткой. Она не белая, она серебристая. Вот я написал букву «Б» для того, чтобы не путаться с синей. А то синяя и серебристая, 2 буквы «С». Я лучше написал белая. То есть она отличается у нас как будто белая. Вот. Итак, у нас 6,7 это метров в секунду. То есть мы видим, здесь она турбинка с синей этикеткой 6,2 была, здесь же 6,7. То есть у нее уже поток воздуха уже больше. И мы видим, на 1000 оборотов уже увеличился оборот. То есть заявлено у нее где-то примерно 7000. Ну, чуть-чуть не дотягивает до 7000. Ну, я на память сейчас говорю, поэтому не точно. Я помню, что цифра около 7000, может быть, она и есть около 7000. Я все эти фотографии, скрины приложу в видео с AliExpress, что фотографии, которые прикладывает эти производитель на магазине, да, то есть в магазине в AliExpress. Вот, и какие у них там, такие я и приложу сюда скрины. Вот. То есть на 1000 мы видим оборотов больше. Здесь у нас почти что 6, здесь почти 7 тысяч оборотов. И по километров в час 6,2 и 6,7. То есть увеличилось, ну, можно сказать, тоже нормально, прилично увеличилась у нас за эту 1000 оборотов метров в секунду скорость выдувания воздуха. Вот, по километражу 25,8 километров в секунду. Было 27. То есть на 5 километров в час увеличилась скорость воздуха и
на 5 метров, на 0,5 метра в секунду увеличилось объем воздуха, на 0,5 метров в секунду. В принципе, можно использовать и эту турбинку. Вот, я заказываю, сначала заказывал вот эти, теперь заказываю я вот эти, но когда не будут каких-то, я их буду взаимозаменять. Потому что у продавца иногда не заканчиваются эти турбинки, я буду брать вот эти, например, да. Вот, таким вот образом я их и буду использовать. Это видео, я надеюсь, было интересно для тех, кто решил самостоятельно делать, да, для себя какой-то там дымонагнетатель самодельный. Вот, все эти видео, как сделать из этих турбинок дымонагнетатель, вот с такой коробочкой 70 на 70 сантиметров. Даже я, наверное, вру, сейчас скажу я точнее, сколько она. Эта коробка у нас 90 на 90. 90 на 90. Просто я вот ошибся с этим кулером. Я их беру 60 на 60. С этими цифрами немного ошибся. Вот. Кому интересно, 90 на 90. Это вот коробочка. Вот. Можете брать. Вот. Либо 80 на 80. То есть они вот такие вот коробки бывают разные. Бывают под дерево с рисунком. Они немного подороже. Бывают вот такие серые. То есть отверстий больше просверленных. Здесь же вот не везде просверлены отверстия. Вот здесь я глушу сеткой москитной. Вот некоторые пишут, почему ты используешь такие большие коробочки. Вот есть же белые, более такие тоненькие, элегантные. Ну, я не знаю, для меня она очень удобная. Во-первых, легко открывается на защелках, не на каких-то там винтах, саморезах, да. То есть открыл сразу и посмотрел, как работает турбинка. Вот. И устанавливать ее намного проще и легче. То есть развернуться есть где. Вот. И нет такого стеснения в объеме вот этой коробочки, чтобы что-то там мешало, чтобы все уместилось. Да? Вот. И бывают блоки питания разные. Вот этот блок питания, он поменьше размер, а есть еще немного больше. То есть если они заканчиваются в магазинах, я беру немного большего размера. И сюда встроить ее будет проще, чем в маленький корпус. Вот, поэтому я присмотрел для себя вот этот вариант и всегда использую. И пластик такой АБС, он как бы не бьется, прям вообще отличный. Даже если упадет, ничего с ним не будет. А белые, они более хрупкие, пластик у них, у белых таких вот распределительных коробок. И они крепятся как-то вот мне не нравится. Вот, решил я всегда использовать вот такие для своих дымонагнетателей. Кому нужны дымонагнетатели, также я их произвожу на заказ. Пишите, звоните. Телефон я приложу здесь же внизу видео. Вот. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Видео я это планировал уже почти полгода. Вот, поэтому наконец-то оно у меня получилось записать его. Вот, и далее, да, подписывайтесь на мой резервный канал, это Яндекс.Дзен, Рутюб. Если вдруг YouTube заблокирует, можно будет смотреть мои видео там. Все эти видео, которые я загружаю на YouTube, я дублирую и на тех других каналах. Также есть Telegram. Вот, есть у нас группа ВКонтакте официальная, да, такая стабильная. Вот мы ее туда ведем, там все это видео есть, те же самые, вот, фотографии. И есть Одноклассники. Вот. Ну, это чтобы было. Ранее были у меня и Facebook, и TikTok, но так как они сейчас заблокированы у нас в России, я от них отказался и туда уже видео не скинуть. Я поэтому туда уже больше ничего не загружаю. Вот. Видео у нас там есть, но новых уже не будет. Если только они возобновят у нас на России, в России свою работу. Вот, а сейчас пока нет. Я туда видео не загружаю. Вот. Кому понравилось, да, ставим лайк. Я также делаю на заказ очень много интересных вещей. Можете посмотреть, перейти в наш канал, либо в группе ВКонтакте. У нас делаю я контактные сварочные аппараты на заказ.
Вот, скрины я приложу здесь в видео. Машины контактной сварки с педалью, ручные клещи, разной мощности, разной производительности и для разных видов работы, с разным вылетом клещей, с разным размером электродов медных. То есть для разных видов работ подстраиваемся под заказчика и уже изготавливаем на заказ. Можно сказать, кастомные такие аппараты, которые не купить в магазинах. Вот. И опять же, они будут дешевле, чем в магазине купленный. Также делаем выжигатели на заказ, эксклюзивные, которые не продаются в магазинах. Это резак нехромовой проволокой. Проволока раскаляется, можно резать дерево, либо пенопласт, либо поролон. Вот. Обычные выжигатели, то есть все это, выжигатели молний, все это дело кастомное, тоже все ручной работы. И такие выжигатели не найдешь в магазинах, я их делаю только на заказ. Выжигатели молнии я как бы никому не советую, но если кому-то надо, я могу отправить, но не советую я этот выжигатель. Могу в подарок его отправить, если купит у меня набор, комплект к этому выжигателю, да, который идет у меня на бумажной основе. Это на бумажном носителе, вернее сказать, инструкция конкретная такая, подробная по выжиганию, вот, с цветными иллюстрациями, вот. И другой набор, который входит в него, этот комплект для выжигателя молний. Если вот такой комплект покупает кто-то у меня, я могу и отправить его бесплатно, этот выжигатель. Вот. А так я его никому не советую, потому что он очень опасный, 2000 вольт все-таки. Вот. Но в принципе все. Провели мы замеры. Вот. Мне самому было интересно это уже сделать давным-давно. Наконец-то мы его сделали. Очень интересные такие замеры мы сделали. И я думаю, многим было это интересно посмотреть. Вообще, сколько эти кулеры, турбинки и аквариумный компрессор выдает, производительность какая, сколько метров в секунду они выдают, воздух выдувают и обороты посмотреть, вот, вживую. То есть не все турбинки одинаково полезны, так скажем. Есть турбинки, которые еще больше, да, но я использую именно эти, они более компактные, а производительность у них отличная. Вот, в принципе, все. На этом я завершаю наше видео, и так затянулось оно. Вот, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал обязательно. Все, всем пока.